Монголия, 18-я по площади страна на планете, примерно в 2 раза больше этого района. И, по сравнению с крайним севером, это курортный юг. Однако ж, тут весьма невысокая плотность населения, самая низкая в мире всего 2,17 человек на 1 квадратный километр. Для интересующихся, в России почти в 4 раза больше. Т.Е. На 99% монгольской территории никто не живет. Почему? Население Монголии составляет 3,4 миллиона человек. Почти половина из них, 1,6 миллиона, проживают в столице и еще некоторое количество в ее ближайших окрестностях. Плотно населенные районы есть в центре страны и ближе к российской границе в долине реки Орхон и на ее притоках. Еще 2 небольшие обитаемые области есть на западе, в предгорьях Монгольского Алтая. Вместе это составляет 1-2% от всей страны, а на остальной ее территории живут лишь кочевники, которые, как и в старину, в зависимости от сезона гонят свой скот в горы, либо на равнину. Сейчас монголы вполне привыкли к оседлой городской жизни, и многие люди не держат скот сами, а живут в городе. Но за определенную плату передают его под присмотр наемных пастухов. Наши соотечественники в тех же целях заводят дачи, где тоже не живут большую часть времени. Поэтому относительно небольшая часть населения занимает почти всю территорию страны, но не для жизни, а для ведения скотоводства. Так получилось из-за особых географических и климатических условий, которые в полной мере существуют только здесь. Страна расположена в самом центре континента, она находится на плато высотой 1500 метров и окружена пустынями и чередой горных хребтов. Поэтому сюда проникает исключительно мало влажного воздуха, а климат здесь при этом резко континентальный, с годовыми перепадами до 100 в иные времена. Улан-Батор расположен на широте Ростова-на-Дону, но погода здесь совсем не ростовская. Напротив, это самая холодная в мире столица со среднегодовой температурой -0,4. В Новосибирске она, например, всего 1,7, хотя он расположен на несколько тысяч километров севернее. Поскольку здесь очень сухо и крайне небольшой вегетационный период, на большей части страны невозможно земледелие и растет только трава, что привело к давнему доминированию скотоводства. Хотя до 20 века историческая Монголия была раза в 2 больше, в ней было около миллиона населения, численность которого не сильно изменялась на протяжении веков. Да, именно столько людей покорило полмира, учитывая, что воевала 10-я часть. Проблемы были частично решены с участием Советского Союза в 1920-1950-х годах, и с тех пор численность населения увеличивалась на полмиллиона примерно каждые 10 лет. Это было сделано за счет земледельческого освоения тех самых 1-2% территории, которые достаточно увлажнены, достаточно теплы и достаточно низки. Сделать то же самое с помощью развития скотоводства кочевого типа было нельзя, своего предела оно достигло еще при товарище Чингисхане. Поэтому на 99% Монголии живут огромные стада коней, коров, овец и малое количество людей, которые за ними приглядывают. В стране вообще много интересных моментов с точки зрения климата. Жара летом держится всего несколько дней, воздух сухой и пыльный, статическое электричество бьет от всего, к чему не прикасаешься. Вода подается только из скважин, причем голубая, бедная кислородом, трубы от нее почти не гниют. Пронзительные ветра дуют большую часть года, а зимой представляют опасность для скота и людей. Раньше от них в сезон просто переходили на другой склон горы. Но капитализм требует проживания на одном месте, в результате Монголия как-то раз даже просила помощи у ООН. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.